Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о вещах в доме, которые указывают на то, что на вас навели порчу. Почему это именно так, что это за вещи. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация действительно будет важна и полезна. Вы знаете, самая частая причина подозрения воздействия с глаза или порчи возникает именно тогда, когда у человека спонтанно и без веских на то причин ухудшается состояние здоровья. Но есть, конечно же, и другие признаки, которые могут указывать на их воздействие. У человека может начинаться не очень хорошая полоса в жизни. Он может начинать думать, что причина может таиться именно в сглазе или порче. И поэтому достаточно важно знать, какие же признаки могут указать на их наличие. И самым интересным является то, что негативное влияние сглаза или порчи может исходить не только от недоброжелателей и врагов, но и от близких людей, которые делают это, возможно, даже неосознанно. Знаете, порча – это направленное магическое воздействие на человека с целью причинения вреда. Конечно же, кто-то обращается к специалисту по черной магии, а кто-то действует даже самостоятельно. И вот правильно наведенная порча крайне губительно влияет на здоровье человека, на его жизнь, не говоря уже об удаче и деньгах. Существует несколько распространенных предметов, с помощью которых наводят порчу. И если вы обнаружите их дома или на работе, необходимо будет срочно от них избавиться. Земля, особенно насыпанная под порогом. Помните, это несет в себе энергетику, и это энергетика смерти. Для порчи ее обычно берут со свежей могилы, и чтобы снять такую порчу, необходимо собрать всю землю веником. Веник такой лучше сжечь, а землю отнести на кладбище. И проводя уборку, необходимо обязательно читать молитву или определенные слова для снятия порчи. Далее соль. Соль, как и землю, подсыпают под коврик у двери или на сам порог. Эта порча гораздо легче, чем земляная. Поэтому соль необходимо собрать любым способом и высыпать подальше от своего дома, желательно там, где люди не ходят, или слить в унитаз. Следующее – это игла. Это может быть булавка или какой-то, может быть, острый железный предмет. Знаете, это также несет негатив, при этом не только вам, но и всем вашим членам семьи, кто проживает в вашем доме. Это, как правило, порча на болезни или разлад в семье. Обычно иглу втыкают в незаметном месте в стенку или подбрасывают под напольное покрытие. Обычно такой предмет обнаруживается случайно. Чтобы снять такую порчу, необходимо сломать иглу. Но берем и такую иглу не руками, а в резиновых перчатках, защитив обязательно свои руки, и закопать как можно дальше от своего дома. Следующее, что вы можете увидеть у себя в доме или в квартире, это агарок от свечи, на которую, как правило, читают определенные магические слова. И этот агарок от свечи может разрушить ваше здоровье или отогнать удачу. Найденный остаток свечки нужно отнести в церковь и прочитать обязательно молитву за здравие и заказать и сорокаут за здравие, но не только за себя, но и за тех членов семьи, которые проживают с вами.
Далее клок волос. И обычно волосы подбрасывают, чтобы рассорить влюбленную пару. И чтобы снять порчу, надо разрезать волосы ножницами и сжечь их, а пепел смыть в унитаз. А такие ножницы нужно выбросить так, чтобы больше никто не мог ними пользоваться. Далее у себя в доме вы можете найти записку с непонятными символами, которая будет воткнута в косяк двери или найдена под ковриком у двери. Знаете, это порча на одиночество или, как вариант, это могут быть проблемы с психическим здоровьем. Если вам важно понять, что означает написано, стоит обратиться к специалисту по эзотерике. Если нет, то найденную бумагу необходимо сжечь. Далее вы можете в своем квартире или в доме найти денежные купюры. И именно такие деньги могут быть также стать инструментом порчи на кражу или финансовые убытки. Поэтому здесь очень стоит быть внимательным и насторожиться. Поэтому, если на деньгах зачеркнут номер или они прошиты именно черными нитками, в случае того, что вы их обнаружили, необходимо сжечь, а пепел развеять. Желательно проводить эту процедуру вне дома. И очень часто после того, как вы уничтожите найденные предметы, тот, кто это сделал, может дать о себе знать. При этом человек может прийти не просто так, а, например, может что-то у вас еще попросить, или вам просто позвонить, или еще что-либо подарить. Будьте внимательны, будьте осторожны и следите за ходом событий в своей жизни. И вы знаете, когда вы знаете, что порча действительно имеется, то вы также, возможно, и не знаете о том, что у вас есть вещи, но вы можете найти их и самостоятельно. Нахождение места, где можно найти заколдованную вещь, проводят в несколько этапов. Сначала с помощью церковной свечи нужно определить место, где находится вот эта вот порченная вещь, но именно только с помощью церковной свечки. Для этого зажигаем свечу, которую мы купили в церкви. Становимся возле входной двери и начинаем движение по часовой стрелке, обходя все комнаты ближе к стенам. И замечаем все те места, где наша свечка гаснет, трещит или плохо горит. Обход заканчиваем, замыкая кольцо в том же месте, что и начали. Что же делать с найденной вещью? Когда подклад будет обнаружен, дальнейшая работа будет с ним зависеть от того, какую вы вещь нашли. Потому что это может быть, как мы уже говорили, небольшое украшение, это может быть игрушка, это может быть и магический сверток из перьев и веточек, это узелок с землей, может быть, это может быть все что угодно. Главное здесь ваша внимательность и терпение и мудрость. И если эта вещь или предмет просто лежали и их никто не трогал, то находку сметайте на картонку, засыпайте четверговой солью, если у вас есть такая, нет четверговой соли, засыпаем каменной солью, не жалейте в этом случае соли, и эта вещь поможет найти хозяина, поэтому вы ее можете оставить на время. Если вы вещь активно используете в быту, то над ней нужно прочитать определенные молитвы. И после ритуала порченную вещь нужно намочить святой водичкой или обтереть, если по какой-то причине мочить нельзя. Святую воду вы можете заменить только что набранной водой, которая стояла рядом с человеком, который читал слова защитной молитвы. Помните о том, что структура воды запоминает информацию, которая идет от слов, и после изменяет свои энергетические свойства. Какие же молитвы читать от порчи из глаза? Сейчас мы вам их озвучим. Если вы посчитаете нужным, что действительно вам эти молитвы нужны, то мы подготовим для вас видео и именно молитвы, какие нужно читать от порчи из глаза, и выложим именно видео. Итак, молитвы. Первая молитва – это славословие к своему ангелу-хранителю. Далее, молитва святителю Тихону.
молитва Николаю Чудотворцу и молитвы Иисусу Христу. Если в тот момент, когда это происходит, эти события, вы нашли вещи, да, которые заговорены, вы находитесь в панике, вы не знаете, что делать, вспоминайте хотя бы те молитвы, которые вы знаете. Например, молитва «Отче наш» или «Богородицы». То есть те молитвы, которые вы знаете. Не знаете какие-то молитвы, начинаете думать, вспоминать, говорить своими словами защитные слова. Это также вам достаточно сильно может помочь. Друзья, мы надеемся, сегодняшняя информация была полезна всем. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся в следующем видео.